Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и, конечно, ждете новых гостей. Народный депутат Украины Вадим Новинский на связи прямо сейчас. Вадим Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Хотел бы сразу поправить. Я был трижды народным депутатом. В данный момент я народным депутатом уже не являюсь. Я сложил свои полномочия, насколько я помню, в июле 2022 года. Ну, это, знаете, такой эпизод своеобразный, потому что вот много будем сегодня говорить о власти, о людях, о том, кто представляет людей, представляет ли людей власть в нашей стране. Потому что люди претерпевают очень серьезное лишение, удары кошмарнейшие по Киеву, дроны летят, цели просто неимоверное количество. И кажется, что нет у человека какой-то опоры. Да? Всегда во все лихолетия, и вы человек, который, у вас есть сан, вы опекаетесь православной церковью, знаете лучше других, что опирались на церковь. В последнее время вокруг церкви происходят такие умопомрачительные события. Лишают гражданства блаженнейшего Ануфрия, настоятеля Украинской Православной Церкви. Причем лишают за паспорт какой-то 2002 года. Я вот не поленился, полистал архивы. 2002 год, команда КВН «Квартал 95» выходит в полуфинал высшей лиги. В конце года Зеленский объявляет о том, что он создает студию «Квартал 95». Роднянский помогает ему первый концерт в Киеве организовать, где были подложены аплодисменты. Потому что непонятно было, что это будет. Люди пришли, но не все было смешно. Это там рассказывали, пересказывали. Это 2002 год, когда Ануфрий якобы не предупредил, что у него паспорт появился. И вот это вот Александр, я хотел бы поправить меня, простите. Для того, чтобы правильно употреблять все понятия и уважительно относиться к представителю нашей церкви, мы всегда говорим «блаженнейший митрополит Ануфрий», либо «владыка Ануфрий». Но чаще всего «блаженный митрополит Ануфрий». Поэтому не просто Ануфрий. Это так люди говорят больше из нашей власти, которые пытаются таким образом подчеркнуть свое неуважение или свое отношение к нашей церкви, к канонической Украинской Православной Церкви и к ее предстоятелю. Поэтому я просто прошу вас на будущее вот так вот говорить, что это блаженнейший митрополит Ануфрий. Да как угодно. Блаженнейший митрополит Ануфрий с российским паспортом якобы, и поэтому у него забирают украинский. Что это означает для церкви и что это означает для гражданского общества, для страны? Получается, что сейчас у любого могут найти любой паспорт по любым другим причинам. Ведь в законе написано, если ты противоречишь интересам Украины, то, в принципе, тебя могут лишить гражданства. Зеленский становится на очень скользкую дорожку. Что скажете? Начну с того начального вопроса, который вы задали. Кто у нас в государстве представляет украинский народ? К нашему глубочайшему сожалению, мы можем констатировать все вместе, что у нас власть и народ живут в отдельных галактиках, отдельной жизнью. Власть живет своей жизнью, народ живет своей жизнью. Народ думает о том, украинские люди думают о том, как выживать, как найти способ прокормить свои семьи, как найти способ обезопасить свои семьи. И выживает каждый день. А наша власть думает о себе, грабит, занимается коррупцией. И, можно сказать, о народе совершенно не думает. А думает о том, как сохранить свое пребывание у власти. Чтобы еще на месяц продлить, еще месяц есть возможность каких-то коррупционных действий. Еще можно что-то, так сказать, заработать. Но не заработать, а мародерствовать. Вот у нас поэтому власть и народ живут отдельно. Кто сейчас представляет народ в парламенте или в правительстве, или в администрации президента, я не знаю. Они сейчас представляют сами себя. И я имею в виду депутаты, министры, и занимаются чем угодно, но не тем, чтобы защищать интересы народа и делать все. Какая основная задача власти? Что должно делать государство? Сделать так, чтобы люди, которые тебе доверили власть, жили в безопасности, стопроцентной безопасности. И второе, чтобы ты мог реализовать свой потенциал, заработать, увеличить свое благосостояние, думать о своей семье, помогать своей семье.
заниматься обычными человеческими делами, но делать это в безопасности. И были возможности для процветания украинского народа. Власть этим не занимается вообще, в принципе. Я уже не говорю о безопасности, потому что здесь все было нарушено, все было сделано для того, чтобы наш народ жил в опасности. Ну и для того, чтобы создавать условия для роста экономического, или для того, чтобы люди могли применить свои силы и не выезжать из страны и зарабатывать где-то за пределами, и создавать ВВП других стран, а не работать на экономику собственной страны, об этом никто не заботился вообще. Начиная уже очень-очень давно. Особенно это можно характеризовать вот этим вот с абсолютной безответственностью и некомпетентностью последние, наверное, 11 лет, начиная с 2014 года. Особенно это ярко выражается сейчас, с 2012 года, когда команда Зеленского пришла к власти. И вот две характерные черты этой команды – абсолютно безответственность и некомпетентность. Что касается той опоры, на которую всегда наш народ мог опираться и черпать свои силы, духовные силы в первую очередь, это наша православная вера, это наша каноническая Украинская православная церковь. Православная вера – это была стержнем на протяжении уже более 1000 лет, стержнем жизни нашего народа. На этом основано все. Все наши традиции, культура, быт основаны на православии. И вот начиная уже, опять же, с 2014 года, и особенно это ярким с красками вот эта вот политика расцвела, начиная с 2012 года, это вот гонение на православие. Это попытки заменить каноническое православие чем-то иным, которое не имеет ничего общего с канонами и с традициями церковными. Создать нечто подобие церкви, назвать это религиозным названием, на самом деле это является всего лишь каким-то департаментом администрации президента с религиозным названием, который должен выполнять все их желания, все их хотелки, обслуживать власть, обслуживать их политику и популяризировать эту политику среди людей. Для того, чтобы сделать из народа просто разрозненную массу, надо лишить людей 3 основных источников. Это традиции, чем мы живем, наши корни, традиции, нашу историю и, самое главное, лишить людей веры, православной веры. Вот эта вот борьба идет с утроенной, заустренной энергией со стороны власти в отношении нашей церкви, потому что церковь мешает им проведение их антинародной политики. А чем мешает? Потому что церковь всегда призывает к чему? К любви, к согласию. Она распространяет правду Божию. А правда Божия, что Господь сказал? Потому я знаю, что вы мои, если будете иметь любовь между собой. А что значит иметь любовь между собой? Прощать друг другу, помогать друг другу. И быть снисходительным к каким-то неудачам другого человека. Но самое главное, любовь – это помогать друг другу, это жертвенность ради другого человека. Чему учит наша власть? Лжи, ненависти, злобе и желанию отомстить. Вот эта вот ложь и ненависть – это основа государственной политики в Украине современной. На этом зиждется вся наша власть и те люди, которые управляют страной в данный момент. Ну, можно по-разному называть их. Режим Зеленского, клика Зеленского или команда Зеленского. По-разному можно называть. Но вот это та основа, на которой они базируют свою политику. Но это политика разрушения. Это политика несозидания. На лжи и ненависти никогда ничего не создашь. Этими понятиями можно только разрушить что-то, но ничего не создать. И эта политика может иметь самое разрушительное влияние на самих себя, на нас. Потому что когда человек живет ненавистью, живет местью, живет ложью, он себя изнутри разрушает. Когда живет любовью, когда у него мир в сердце,
тогда он этот мир распространяет на других и сам живет счастливой жизнью. Вот этой опоры, этой основы наших людей нас хотят лишить. И вот это главная причина, почему наша церковь подвергается гонению, этим преследованиям под разными предлогами. Как любит говорить президент Украины, под предлогом обеспечения духовной независимости. Но они таким образом, такой политикой хотят обеспечить независимость от Христа, это да. Но независимость духовную они таким образом не обеспечат. И что это такое? Что за понятие духовная независимость? От кого независимость? От Христа, опять же, повторюсь. Такого не бывает. Это борьба со Христом, это борьба с канонической Украинской Православной Церковью. Они хотят лишить людей самой главной опоры в их жизни, которая наша вера православная была опорой украинского народа на протяжении более чем 1000 лет уже. И превратить, опять же, народ людьми легче управлять. Когда нет традиции, нет истории, нет веры. Очень легко управляются такие люди. Их можно посылать: иди туда убивай, иди делай вот это. Твори всякое беззаконие. Паспорт блаженнейшего митрополита Ануфрия. Ведь это серьезный удар по церкви. Ну, вот такой, прям серьезный. Некоторые уже применяют слово «разгром». Владимир Владиславович, разгром. Потому что теперь любого прихожанина Украинской Православной Церкви можно встретить и сказать: ну так смотри же, лишили гражданства украинского за российский паспорт. И вот эта вся история про московских попів, ну, в пропагандистском плане теперь выходит на авансцену после этого решения президента. Ну, или как просроченного президента, но президента Зеленского. Пока он еще находится при власти, если это коснуться этой темы, то согласно Конституции Украины, выборы в парламент, согласно Конституции, выборы в парламент во время военного положения проводятся. Но по выбору президента там ничего не сказано. Эта норма регулируется законом о военном положении, там это сказано. Но в Конституции такой нормы нет. И есть решение Конституционного суда Украины от 2014 года, которое гласит, в мае 2014 года это решение было принято, которое гласит, что срок полномочий президента 5 лет, и никто не может этот срок не уменьшить, не увеличить. То есть, согласно этому решению Конституционного суда, срок истек. И по логике, по сути, политической жизни государства, полномочия президента должен исполнять спикер парламента в данный момент, так как легитимность парламента никем не оспаривается. Легитимность парламента обеспечена Конституцией. В случае военного положения выборы в парламент не проводятся. И совершенно другой жизнью жила бы тогда Украина. Но президент Зеленский остается президентом в данный момент. И его решение, которое очень-очень давно не имеет ничего общего с законом и с Конституцией. Он принимает решения в зависимости от того, какое у него настроение его ближайшего окружения, что они хотят сделать. В зависимости от своих желаний. Они никак не регламентируются ни Конституцией, ни законом. Недавно мы отмечали День Конституции Украины, который уже давно на паузе, как говорит президент, либо она не работает вообще. И президент, как гарант Конституции, должен был обеспечить ее соблюдение во всех сферах. Но он полностью является гарантом несоблюдения Конституции. Если говорить об этой части. Что касается лишения гражданства блаженнейшего митрополита Ануфрия, что является причиной для лишения гражданства? Эти все причины, они оговорены в законе о гражданстве Украины от 2001 года. Какие были, как обычно все происходит, СБУ принимает какое-то решение, подает на подпись президенту, и дальше президент подписывает указ, и документы, которые готовились для этого указа, они все засекречиваются. Никто не может их получить. Ни указ сам, и не документы, которые описывают причины, по которым указ был подписан. Никто не может их получить. И таким образом в суд идти нечего. И оспаривать очень сложно что-то в данной ситуации. Мы не знаем, что было причиной.
для вот этого решения. Но когда говорит о ком, показывает какой-то скан некого паспорта 2002 года, ну даже если так смотреть, любой паспорт у нас в Украине заграничный действует сколько? 10 лет, правильно? Через 10 лет срок его заканчивается. То же самое, насколько я понимаю, и в России. И этот срок действия этого паспорта уже давно истек. Где другой паспорт? Почему он не показан? Его нет. И вообще все, что связано с СБУ, меня вызывает огромное сомнение, потому что они мастера фальсифицировать документы и искажать факты. И на основании, я уверен в том, что, опять же, на основании искаженных фактов, недостоверных фактов, они подали любые документы, чтобы только решить эту задачу. А задача это, знаете, какая? Поражу пастыря и разбегутся овцы. Есть такая фраза в Евангелии. Вот хотят, ударили по блаженнейшему, авторитет которого непререкаем в Украине, непререкаем вообще во всем православном мире. Все к нему относятся с глубочайшим уважением и почтением. И он был гарантом единства Украинской православной церкви. Все смотрели на него и делали как он. Ну, конечно, это очень важный момент. Что хотят сделать гонители церкви? Разрушить ее единство. Следующим этапом может быть, после того, как это решение принято, незаконное решение. Я уверен в том, что юристы, а еще, знаете, очень сложно сейчас найти юристов, адвокатов, которые бы могли работать с представителями церкви или с санкционными лицами. Я по себе Я в курсе, да. могу сказать на своем примере, как это сложно найти адвоката. Потому что все боятся, все запуганы СБУ. И если ты защищаешь какого-то человека, который не угоден власти, ты сразу же подпадаешь под пресс СБУ и других правоохранительных органов. И не все идут на это. Но я думаю, в данном случае очень многие юристы, верные нашей церкви, они пойдут на то, чтобы защищать блаженнейшего даже без каких-то оплат, пробона, чтобы защищать наше блаженнейшее. Потому что здесь явно оскорбление чувств всех верующих, оскорбление всей церкви. Вот зачем он это делает, я вообще не понимаю. Это уже полностью лишенным разума, что так вот поступать. Наша церковь голосовала за Зеленского в 2019 году, ну, я думаю, 97-99%. В надежде на то, что он выполнит свои предвыборные обещания. И установит мир на Юго-Востоке, как он обещал. Мы к этому вернемся немножко позже. И не будет вмешиваться в дела церкви. И, конечно, все ждали, что в отличие от Порошенко, который вторгался в деятельность церкви и всячески пытался руководить этим, человек придет и будет, по крайней мере, нейтральным. Он и здесь нарушил, обманул. И вот таким образом он стал худшей копией Порошенко. Он когда-то говорил, Зеленский, на стадионе, помните эту фразу? Что у меня будет приговор, если ко мне подойдут, скажут, ты хуже, чем порох. Так вот он в 10 раз хуже, чем порох. Вадим Владиславович, по поводу... И следующим этапом, я думаю, что захотят сделать? Поражу пастыря и разбегутся овцы. Я думаю, на этом не остановится. Многие пытаются сейчас представить, что таким образом хотели заглушить какие-то негативные тенденции в информационном пространстве. Там, дело некого вице-премьера, коррупционера, неудача на международной арене, внутри. Это неправда. Это все цепь, это все звенья одной и той же цепи. Они постепенно идут к тому, что они поставили себя как за цель. Сделать так, чтобы в Украине была только одна церковь, подконтрольная им. Другой церкви не было. Ну, то, что эта церковь очень сомнительно присутствует благодать Божия, очень сомнительно для меня. Их это не волнует. Они думают, что церковь, это храмы, люди и все. А что такое благодать Божия, что Дух Святый, они этого не понимают и не знают. Им не дано это просто понять. Я не думаю, что таким образом можно управлять. Не получится. Ничего не получится. По поводу церкви у меня только один вопрос. Ну, смотрите, вы сложили мандат, 22 год, до этого были народным депутатом. Вы всегда поддерживали Украинскую православную церковь и видели все, как говорится, изнутри.
как разного рода политикам, разного рода, в том числе и Зеленский приходил встречаться с блаженнейшим митрополитом Ануфрием. Эти фотографии сейчас все вспоминают. Да? И вот это была фраза, что вот сейчас мы встретимся, да, я, возможно, приму православие, говорил тогда Зеленский. То есть мы помним этот момент. Скажите, пожалуйста, а почему никто из политиков, которые в Украине, не защищает церковь и не защищал ее? Ведь сколько орденов раздавала Украинская православная церковь, сколько людей приходили на службы под камеры. Ну, мы помним это за последние годы. А когда случилась реально серьезная проблема, ну вот из медийного, вы, конечно, высказались тоже, еще есть ряд людей, но из таких более-менее это вот только Вася Ломаченко, понимаете, боксер, чемпион мира, который остался верен себе. Честь ему и хвала Василию Ломаченко. И его понесли по всем, вот, смотрите, такой секунд. Это наоборот, нет. когда несут и гонят вас за правду, радуйтесь этому. Мзда ваша много на небесах. Этому надо радоваться. Есть заповеди блаженства, там 9-я заповедь блаженства, там все сказано на эту тему. Поэтому почему? Ну, я не знаю. Ну, почему те люди, которые были крещены в нашей церкви, ведь когда появился раскол современный, в 92 году, люди, рожденные до 92 года, они практически все в Украине были крещены в нашей Украинской православной церкви, канонической. Уже после 92 года можно делить. Кто-то пошел в Киевский патриархат, кто-то пришел в УПЦ креститься. Но все были крещены практически до этого момента в УПЦ. И почему они предают свою церковь? Почему они гонят свою церковь? Они же туда детей своих проводили крестить, сами крестились. И гонят свою церковь. Вот такие верующие, значит. Такие, значит, верующие. А те из политиков, которые приходили под камеры, стояли на пасхальных или рождественских богослужениях, или приходили, получали ордена, что-то обещали, рассказывали, фотографировались с ведущими архиереями нашей церкви. Ну, значит, это не были наши люди. Они были с нами, но нашими не были, как говорится, знаете. Они были не прихожане, а захожане. Такой же точно Порошенко. Он же был захожанином в Ионинском монастыре. Я его там неоднократно встречал. Еще до того, как он стал, наверное, министром и до того, как стал президентом. Потом забыл про это. Предал свою церковь. Занялся ее разрушением, созданием ради своих политических целей. Начал разрушать церковь. Пытался разрушать свою церковь, в которой он был крещен. Который был неоднократно замечен, он там приходил. Хотя говорят, что он был диаконом, никогда не был диаконом. Он один раз сфотографировали, когда он в стихаре идет на крестном ходе с хорубами. Но это только один стихарь, это ровным счетом вы можете это сделать, кто другой это может сделать. Владимир Владиславович. Значит, такие были верующие, что я могу сказать. И когда наступает гонение на церковь, когда выгодно, знаете, когда выгодно приходить и быть в лоне церкви, когда президент приходит на богослужение, когда было при Кучме, при Януковиче, все приходили под камеры, стояли, что только рядом зафиксировали, что я здесь тоже. И получать от этого выгоду, коммерческую, материальную выгоду. Как столько стало невыгодно, сразу все убежали. Но так было часто. Это в истории Украины так элита, шляхта так называемая украинская, часто предала свою церковь для того, чтобы получать материальную выгоду. Переходили к католикам, возвращались обратно. Приходили к греко-католикам, возвращались обратно. Это было очень частым явлением. И сейчас это то же самое происходит. Но дай Бог им понять это, осознать это, покаяться и стать нормальными людьми просто. Сегодня, день, когда мы с вами беседуем, это День независимости Америки. И, казалось бы, совершенно другие хлопоты, заботы у американцев. Но поразила всех одна из республиканок, конгрессвумен, просто неимоверно высказалась. Вот эта Паулина Луна говорит, что запретили православную церковь, забудьте о поставках оружия. Переговоры. Вот ваш путь, а мы не ваша копилка. И вокруг вот этого оружия сейчас ломаются копья.
Даже доходит до того, что внутри политические вот эти комментаторы, тоже народные депутаты, говорят, вот, нас оккупирует Россия с одной стороны, а Америка с другой, оружие не дают, смотрите, какой ужас и кошмар с обстрелами, потому что нам, в общем, не поставляют оружие. Ну и, понятное дело, апеллируют к Трампу, мол, посмотри, Трамп, ты поговорил с Путиным, да, и вот что происходит. Но ведь здесь, почему я акцентирую на вот этой конгрессвуменше, здесь очень интересный и, ну, такой классный щелчок по носу, о котором предупреждали полгода назад, год назад, когда только ходили тучи над Украинской Православной Церковью. Как вы прокомментируете вот это заявление и связь? Ну, то есть, гонишь церковь, ты не наша копилка. Ну, это, может быть, отдельный представитель американского истеблишмента. Не отдельный, таких людей очень много, которые защищают нашу церковь. Но первый, который связал защиту церкви и гонение на церковь с поставкой вооружений. Оно было до этого, как-то там что-то было сказано, очень так легко. А из уст конгрессмена это, может быть, впервые. Да, нашу церковь защищали неоднократно за рубежом. И в ООН, и англиканская церковь, Папа Франциск тоже защищал нашу церковь. Вице-президент нынешний США Джей Ди Венс тоже, будучи конгрессменом, защищал нашу церковь. И они все высказывались за то, чтобы прекратить эти гонения. Но я не могу понять, почему. И европейские организации тоже защищали нашу церковь. Но я не могу понять, почему наша власть к этому не прислушивается. А идут по своему намеченному пути. У них есть духовный отец, все вот это движение всех этих беззаконных действий. Это патриарх Вселенский Варфоломей, который является главным выгодоприобретателем всех этих беззаконных действий и гонения на нашу церковь. Он, вот этот триумвират, Зеленский, Ермак и Вселенский патриарх Варфоломей, они занимаются этим делом. Что касается поставки вооружения и связи с гонением на церковь, ну, когда-то Соединенные Штаты Америки начали экспорт войны в Украину. Это было не с 22 года, это было раньше. Они продолжают этот экспорт войны до сих пор. Трамп начал экспорт мира. Я бы хотел им пожелать, чтобы они все-таки прекратили экспорт войны в Украину, а продолжили экспорт мира, чтобы их усилия президента Трампа, его команды привели к тому, чтобы стабильный мир был в Украине, чтобы люди перестали гибнуть, перестали подвергаться вот этим ужасам войны уже сегодня. Я бы это очень хотел. Если бы... Я очень часто говорю, вот представьте себе, вот гонят нашу церковь. Ведь церковь единственная, кто молится за весь мир и мир в Украине. Молится за мир. И ежедневно в тысячах храмов УПЦ проходит божественная литургия. Ежедневно. И здесь, конечно, только назло дьяволу все это происходит. Хотят вот эту лампаду литургии божественной, хотят задушить, заглушить, чтобы... И даже этой насильственной мобилизации священников это делают. Что священников... Ведь вы знаете, что в департаменте по мобилизации при Министерстве обороны сейчас есть такая политика всех священников нашей Украинской православной церкви отправлять на фронт. Таким образом, при помощи вот этого метода обезглавить нашу церковь, чтобы не было священства, некому было служить в наших храмах. Это очень опасные вещи. Если нет покаяния, вот кто когда-нибудь читал книгу Николая Сербского, святого Николая Сербского о войне, и он описывает стуки любой войны, опираясь на Ветхий Завет и на Новый Завет. И описывает, как можно этого избежать или как можно в войне, если она уже началась, победить. И номер один, знаете, что там говорит? Это покаяние. Покаяние всего народа. Вместо покаяния всего народа мы видим гонение на нашу церковь. Если бы 40 миллионов украинцев в один момент все встали на колени, молились Богу,
просили установить мир, просили прощения за все, и причем за наши собственные грехи. Я не говорю, что мы какие-то имеем грехи перед Россией или что, но за наши собственные грехи, личные грехи. И тогда Господь бы точно сделал так, чтобы война у нас прекратилась в один момент. А мы же вместо мира и желания покаяния и любви только ненависть и злобу внутри себя разжигаем. Этим никогда войну не победишь. Никогда войну не победишь. О Поэтому путях. мне бы очень хотелось, чтобы новая администрация президента Трампа смогла убедить обе стороны конфликта и прекратить эту войну. И таким образом прекратить экспорт войны к нам, а установить мир в Украине. О путях к этому миру мы поговорим еще, но я хотел бы продолжить очень интересной ситуацией, которая случилась 13 мая. Отвечая на вопросы журналистов, а эта мода была такая, я ее прям подметил и прям акцентировал внимание всех зрителей, что это новая мода Зеленского. Ну, то есть, это вот как-то вот в попыхах, проходя мимо или перед какой-то встречей, уделять какое-то короткое время для беседы с журналистами. Заявляет Зеленский, Украина много раз получала ультиматумы от России, именно от Путина. Это началось после того, как люди господина Медведчука, Новинский, все это есть, и соответствующие свидетели, записи и так далее, представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной. По телефону, в самый сложный момент, когда мы были в блокаде, нам говорили, как надо сдавать территории, страну и так далее, как мне надо куда-то бежать, иначе меня не будет. В общем, угрожали. Значит, все эти люди общались с Путиным и хотели представлять интересы Украины. О чем говорит Зеленский? Общались ли вы с Путиным? Угрожали ли Зеленскому? Что это вообще за история? Как она всплыла? И почему вдруг, вот в момент, это же 13 мая, стамбульские переговоры, то есть ажиотаж вокруг переговорных позиций. А Зеленский выдает вот то, что выдает. Мне самому интересно, откуда он это взял, где ему это приснилось, и под воздействием чего он это все произносит, откуда у него такие воспоминания. Видимо, он забыл, как все проходило 3 года назад. Я молчал об этом, не хотел никогда ничего вспоминать, что было в самые первые дни войны. Перед войной, первые несколько дней до войны, и первые дни после начала войны. Я дал ответ у себя на Фейсбуке по этому поводу. И мы сейчас, наши юристы готовят иск в суд в защите чести и достоинства, иск против президента Украины Владимира Зеленского. Потому что это полнейшая ложь, что я на него выходил и что-то ему предлагал и требовал чего-то. На меня вышли представители, руководители правоохранительных структур Украины очень высокого уровня. И попросили: вы можете нам помочь в организации переговоров с Российской Федерацией? Я говорю, я народный депутат. Там у вас есть специальные структуры, есть Министерство иностранных дел, есть президент страны, есть администрация президента, есть глава офиса президента. Как-то, наверное, думаю, не смогут это сделать без меня. Это мой ответ был. Нет, включайтесь, пожалуйста, в работу, это наша просьба. Позвоните, пожалуйста, президенту. Мне он говорит. Я говорю, зачем, как? Он мне перезвонит через несколько минут и говорит: президент, пожалуйста, он ждет вашего звонка. Я набрал. И тогда пошел разговор о том, диалог о том, как можно сделать так, чтобы организовать переговоры. Я этим занимался. И каждый свой шаг, я не хочу сейчас сдаваться в подробности, как все это происходило. У меня это все в голове отложилось. Кто-то пытался сказать, что у меня есть какие-то записи, материалы, но ничего такого нет. Я никогда ничего не записываю. Я ничего не записываю. Чтобы ко мне люди приходили, они знают меня прекрасно. У меня вовсе никогда не было ни записчивых устройств, я не хранил компромата ни на кого. Я надеюсь на человеческие отношения. Я сам к людям так всегда относился и надеюсь, что и они ко мне будут так относиться. Так вот, у меня нет никаких компрометирующих доказательств того, что было. Я могу только руку положить на Евангелие и сказать, что это было так.
Вот меня Владимир Александрович Зеленский попросил помочь ему в организации этих переговоров. Это была его просьба. И я разговаривал с соответствующими лицами в России, я не хочу называть их имена, но это не был Путин, конечно. Я с ним никогда в жизни не разговаривал. Это неправда. И я согласовывал, во-первых, место, дату, когда это возможно. И, в-третьих, примерную рамку договоренности, какие могут быть. Стоит ли вообще туда ехать? Может, там будет такое, что даже не надо начинать. Может быть, полное предательство Украины. Я тогда Владимиру Александровичу сказал, говорю, у вас, как у президента, там еще один был человек, с кем мы общались вдвоем. Он потом был членом переговорной делегации на всех переговорах в Гомеле сначала, потом в Бресте, потом в Стамбуле. Так вот, я сказал следующее. Владимир Александрович, у вас, как у президента страны, есть две главные задачи, которые должны выполнить сейчас. Это сохранить государственность Украины, сохранить украинских людей, наших людей, цели жизни украинцев. Это две равновеликие задачи. Я не говорю, что одна первая, другая вторая. Вот вы должны сделать. Даже, может быть, ценой того, что вы свой пост потеряете. Но вы войдете великим в историю Украины, потому что вы выполнили и одну, и вторую задачу. И второе я ему сказал. Я даже процитировал ему Евангелие от Луки, там, я не помню дословно эту фразу, притчу, которую Господь сказал своим ученикам, сказал следующее примерно. И какой царь, который имеет в своем расположении 10 тысяч воинов, не пойдет прежде и не посоветуется со своими советниками, когда на него идет другой царь с 20 тысячами воинов. И взвесив все, понимает, что возможно будет поражение, не пойдет и будет просить о мире. Говорю, это Господь сказал, Иисус Христос, это не я сказал. Поэтому, если есть возможность избежать смертей, избежать разрушений, то надо делать прямо сейчас. И, кстати говоря, вот место Гомель, это было мое предложение, потому что во время диалога мне сказали, что мы в Минск не поедем. Я говорю, правильно, все, в Минск не поедете, это абсолютно разумное решение. Но российская делегация не поедет в Варшаву. Что ты предлагаешь? Я говорю, Гомель. Почему? Областной центр. Там есть средства коммуникации еще с Советского Союза. И туда быстро доехать. От Киева до Гомеля, там, не знаю, 150 километров, кажется, по дороге. Или 170. Вот это можно очень быстро организовать. Да, согласуюсь с всеми. Я с ними согласовал. Они говорят, да, Гомель согласен. Вот после этого начали обсуждать рамку. Эта рамка договоренности, которую мы тогда обсуждали, потом легла в основу стамбульских соглашений, Стамбульского договора. Номер один – это отказ от вступления в НАТО. Второй пункт – это признание, здесь прошу внимания, признание специального статуса Крыма. Тогда говорилось на 30 лет. Потом стамбульские договоренности, они уже все опубликованы, все их знают. Там написано 15 лет. Ну, то есть вопрос очень сложный, и никто в Украине не сможет отказаться от территории, которая записана в Конституции. Это невозможно. Ни по закону, ни по совести. И второе, и третий момент – это признание особого статуса Донецкой и Луганской области и, возможно, в составе Украины. И, насколько я помню, российская делегация, с кем я с российской стороной общался, это предмет переговоров. Мы можем это решить. Это предмет переговоров. И, насколько я помню, в стамбульских договоренностях, там это сказано, что вопрос статуса Донецкой и Луганской области два президента будут решать на личной встрече. То есть он тоже выносился за скобки, и его можно было решить. И избежать многих тысяч жертв или десятков тысяч жертв. Избежать разрушений и того ужаса, в котором наша страна живет уже 3 года. А почему не получилось? Ну вот смотрите. Спросите у Зеленского, но я здесь не могу. Нет, почему? это очень интересно. Воевать. То, что ему хотелось воевать, приехали какие-то люди, сказали, что давайте воевать. Потому что безответственность, еще раз повторю, и некомпетентность, и непонимание того, как государство должно жить.
и о чем заботятся. И не понимая того, что тебе власть была дана людьми и Богом, для того, чтобы ты не только тебя служили, а чтобы ты послужил людям. Надо оправдать то название, которое твоя партия взяла себе, слуга народа. Так будь слугой народа, а не слугой самому себе, своим амбициям, своему тщеславию и своей гордыне. И он фактически, я сейчас говорю грубые вещи, да, но он променял жизнь украинцев, будущее Украины на аплодисменты. Когда парламенты всего мира аплодировали господину Зеленскому за то, какой он герой. А что будет дальше, об этом никто не думает. Когда вы, скажем так, стали не нужны Зеленскому в плане переговорного процесса, вы рассказали, как вы стали нужны, а как стали не нужны. Я фактически сразу отошел. Не-не-не, там сразу было, я говорю, не-не, я все организовал, все, я отхожу в сторону. Я не собирался больше, этим заниматься, это будет неправильно. Пусть уже там Зеленский, кто его ближайшее окружение в тот момент определяет переговорную группу, они будут назначать тех, кому не доверяют, кого не знают. Это нормально, это нормальный процесс. Не, это там не было. Процесс шел неплохо. Первая встреча в Гомеле. Это в течение марта все проходило. Потом 2 встречи в Бресте. Потом 4-я встреча была и последняя. 31 марта в Стамбуле. И 31 марта русские войска ушли из-под Киева. И дальше события вы понимаете. 2-го у нас оказался Борис Джонсон в апреле. И дальше. История всем понятна. Это, конечно, была грубейшая ошибка. Если бы тогда пошли на договоренности, мы бы избежали, еще раз я повторюсь, десятков тысяч жертв, катастрофических разрушений и фактически уничтожения будущего страны. Этого можно было всего избежать. И при этом не пойти на то, чтобы предать свою страну. И сохранить государственность украинскую. Это было очень важно. Сейчас так уже не получится? Следующее предложение будет только хуже. Я тогда им говорил, у меня же оставались контакты тогда, в тот момент еще оставались контакты с членами делегации. Когда были какие-то очередные успехи на фронте украинских военных, я тогда им говорил, ребята, пока не поздно, вот эти успехи на фронте вы должны конвертировать в успехи на бумаге. Но потом этих успехов уже не будет. Нужно это понимать. И будущие условия будут только хуже для Украины. Когда в России прошел референдум по присоединению, референдум не в России, на тех территориях оккупированных, когда прошли референдумы по присоединению к Российской Федерации территории? Осенью. Осенью. До этого ж никто ничего не проводил, еще надеялись, наверное, тоже, что, возможно, там будет какой-то мир. А у нас почему-то решили, что мы можем вернуться к границе 91 года. Я, в свою очередь, тоже им говорил, что это невозможно. Невозможно победить вторую по количеству и качеству ядерную страну с ядерным арсеналом после США. Невозможно победить. Если кто так думает, это невозможно. Кто вам что рассказывает, это обманщики. Или глупые люди просто. Сейчас вы видите тоже, есть фотографии там беспилотников, которые летят, написано «танки будут в Джанкое», и так далее. В общем, бодрятся, храбрятся, но на фронте отрицательная динамика. Видите, какой замечательный новояз. Так все смеялись над российскими, скажем так, отрицательными наступлениями в 22 году. А сейчас украинцы, украинские медиа перебирают эти слова. Вы сказали очень интересную вещь. Говорите, сохранить государственность, да? Так, а сейчас государственность Украины под вопросом, как вам кажется? И главный мой вопрос, самый главный. Этот эпизод с Зеленским. Когда он вспомнил, что звонил люди Медведчука, Новинский, угрожали семье, представлять... Я не думаю, что Медведчука звонили, потому что Медведчук, вы помните, в тот момент где-то он находился, он не мог звонить, а люди Медведчука точно ему не звонили.
Они боялись, ну, у них не было такой возможности просто звонить. Я бы сам не звонил ему. Мне позвонили, еще раз говорю, один из руководителей одной из таких правоохранительных структур, очень важных в Украине. Я не буду называть фамилию. Он позвонил, попросил это сделать. Я бы не стал звонить. Ну, как, у президента Так своя как с ним, задача. смотрите, как с ним тогда можно договариваться? Если мы смотрим, ну, как вперед, попытаемся, как бы вот сейчас тяжелейшая ситуация, сейчас переговорами не пахнет, Россия заняла принципиальную сторону, идет дальше, Украина тоже заняла принципиальную сторону, Зеленский на выезде ищет троны, называет сотни тысяч, 2 миллиона снарядов от Урсулы фон дер Ляйен, в общем, ничего, ни конца, ни краю. Так, а если даже переговоры, то как договариваться, если мы имеем вот конкретно ваш случай по поводу, ну, вот организации переговоров, то, что вы рассказали? Мне неоднократно, знаете, на протяжении 3 лет последних приходили какие-то сообщения. Там где-то в каком-то написали, что я просил встречи с Ермаком. Этого не было никогда не просил встречи. Никогда не просил встречи. Я не искал контактов с ним. Когда выходили, мне говорят, возможно, вам надо начать диалог с администрацией, чтобы там как-то смягчить позицию в отношении меня лично. Я говорю, первое, о чем, во-первых, давайте говорить, о чем договариваться. Если они будут просить предать церковь, я никогда на это не пойду. А второе, если даже я договорюсь о чем-то, а где гарантия, что они выполнят свои договоренности? Что, вы знаете, когда мы сидели 23 февраля 2022 года в офисе президента, накануне вторжения была же встреча с большим бизнесом у президента. Мы все собрались. Ну, там круглый стол, вы знаете, и там плюс еще. Но было бизнесменов, там, может быть, я не знаю, около 100 человек. И все руководство страны. Президент, премьер-министр, спикер, руководитель силовых органов, глава администрации. И союз вступления президент начал с того, что вот вы откликнулись на мой призыв, приехали на встречу поддержать государство в сложный период и готовы поставлять плечо. Я вам гарантирую, всем, кто здесь находится, неприкосновенность. Я вам гарантирую, что мы с этого момента партнеры, государство и бизнес, мы партнеры, и мы будем помогать вам во всем, что если вы будете, конечно, вести себя, ну, в бизнесе, в других вопросах, в соответствии с законом, а не с тем, что хочет Зеленский или Ермак, в соответствии с законом, то мы партнеры, и я вам буду помогать во всем. Ну и где это? Обманул же, обманул. Опять сказал неправду. Ну, вы так тоже восклицаете, о чем с ними можно договариваться. Вот сообщение от средств массовой информации разогнали достаточно широко. Новинский не платит налоги, задолжал 4 миллиарда гривен. Но вот как бы цена вопроса даже названа в средствах массовой информации. Ну, это, смотрите, этот вопрос вообще даже выйденного яйца не стоит. Я даже мне как бы, я знаю об этом только из средств массовой информации. Вот у нас такая сейчас практика у правоохранителей. Они что-то объявляют в прессе, а процедуры, которые должны сопровождать все эти события, они не соблюдаются. Я узнал о том, что я подозреваем по какому-то вопросу только из средств массовой информации. Поскольку и мне подозра не вручена еще до сих пор. Я через своих адвокатов уведомил, где я нахожусь. Показал свой адрес, где я нахожусь. Пожалуйста, я готов давать показания по тому или иному делу, если вы мне это читаете. Я считаю абсолютно человеком, который всегда платил все налоги. И такие компании, которые платили налоги, как компания, которой я когда-то был акционером, потому что я все передал в траст, и лично как плательщик налога на доход физических лиц, таких людей в стране, ну, может быть, на пальцах 2 рук. Это будет много. Открытая, прозрачная компания. Все всегда показывали. Прошли десятки проверок. Особенно на протяжении президентства Порошенко. Никто ничего такого не нашел. Потом где-то что-то вытащили, какую-то там из отчетности, нашей официальной отчетности. Опять же, отчетность тех компаний, которые я когда-то владел. И показывают, фрагмент взяли, кажется, что-то там, кто-то что-то недоплатил.
Никого до этого не вызывали ни на один допрос или там для дачи показаний из официальных лиц этих компаний. Никого не вызывали. На основании только лишь предположения следователя и некой экспертизы, которая подписана левой рукой или правой ногой, они в чем-то обвинили. Это, если говорить просто, то это была реструктуризация компании, и они здесь что-то вдруг, когда, вот, знаете, если по-бытовому говорить, из одного кармана приложил другой, из этого нужно заплатить налог. Ну, с какого перепуга? Я абсолютно уверен, что здесь это абсолютно ложь и неправда. Этим сообщением нужно было что-то опять же забить, что такое рассказать. Либо это была просто реакция на мое интервью Такеру Карлсону. Я-то ожидал, в принципе. Очень интересная история. Я хотел бы, чтобы вы... Это дело было открыто еще 2 года назад. И экспертиза была получена 2 года назад. 2 года назад. Оно лежало просто без дела, как бесперспективно. Никто к нему даже близко не подходил. А тут надо было что-то такое сделать. В ответ, опять же говорю, на интервью мое господину Карлсону, американскому журналисту на всякий случай, и близкому к администрации президента Соединенных Штатов Америки. Ну, вот таким образом они решили отомстить. Ну, смешно. Ну, знаете, какая история? Это уровень. Это показывает уровень компетентности, уровень ответственности. Но это вот уровень от тех людей, которые, к сожалению, сейчас находятся у власти в Украине. Ну, КВН. Домашнее задание, домашняя заготовка. Ну, это нет. Это, да, это, знаете, все напоминает, вот это в нашей власти такой отличительной чертой является сериальное мышление. Сериал снял, а дальше будет травня расти. А где стратегия, где какая-то канва? Ее вообще не существует. Где стратегия государственной политики? Вот это вот конкурс капитанов КВН из той жизни перенесли в политику. Когда нужно ответить на реплику, ответил вроде бы, получил аплодисменты прямо сейчас. А что будет дальше, об этом никто не думает. Вот это стендаперство и сериальное мышление, это, знаете, такой вот очень отличительная черта нашей современной власти украинской. Вадим Владиславович, а кто управляет страной? Зеленский или Ермак? Зеленский. Зеленский. Это лимит созданный. Всем управляет Зеленский. Народ избрал Зеленского. Ермака никто никогда не избирал. Это неконституционная должность, и он даже не прошел выборы даже в районный совет. Я уже не говорю в парламент. Но это всем управляет Зеленский. Кто знает их отношения, я думаю, что это могут подтвердить. И отвечая за все в стране Зеленский. Зеленский и вся его команда отвечает за ситуацию в стране. Как вы думаете, Зеленский, уже эту власть не отпустит? Единственным условием продолжения власти Зеленского является продолжение войны. И я могу смело говорить, что, опять же, что-то будет завтра, опять будут какие-то новые уголовные дела, что-то еще новое придумают, что-то меня опять еще обвинят в чем-то после сегодняшнего интервью. Но главным препятствием для достижения мира в Украине является Зеленский. Для него война – это продолжение его политической жизни. Как только война прекратится, тогда нужно будет давать ответы на многие вопросы. Очень удобно для Зеленского. Почему эта война началась? Можно было ли ее избежать? Абсолютно говорю, можно было избежать. Можно было избежать после начала войны дальнейшего кровопролития. Можно было избежать. Можно было остановить войну еще в марте месяце. Можно было. И на эти вопросы придется отвечать. И, скорее всего, он власть потеряет. По крайней мере, мне бы это очень хотелось. Потому что дальнейшее продолжение власти Зеленского – это будущее Украины не будет. Это может привести к каким-то, очень нехорошим последствиям для страны. И главная угроза безопасности Украины – это тоже Зеленский.
Вадим Владиславович, и все-таки, если о мире говорить, ну, следующих шагах, камень преткновения достаточно серьезен. Как вы нам рассказывали было в 22 году, до Стамбула, еще на белорусских, как говорится, полях, вопросы территории не стояли вообще от слова совсем. Ну, тогда. Да, тогда конкретно есть там ограничения, политические требования, ну и все. Сейчас, конечно, модно называть там капитуляцией, ну вот эту всю историю. Стамбул-1 это капитуляция, но вышли же на Стамбул-2. А он идет туго, потому что требование России: уводите свои войска с тех территорий, которые, ну, они еще не захватили. Да? Хотя параллельно захватывают абсолютно новые, другие, заходят в другие области, которые вообще не фигурируют в требованиях Российской Федерации, потому что, ну, там мотивируются поясом безопасности, серой зоной и так далее. Каким образом договориться? Вот как договориться? Есть ли какие-то рычаги переговорные, дипломатические, чтобы условно, ну, хотя бы так, как есть, или уже как есть, уже не будет? Ну, я имею в виду по линии фронта. Знаете, Александр, для меня эта война – это личная трагедия. Личная трагедия, потому что я был рожден в России и люблю Россию. Но затем я переехал в Украину и люблю Украину. И когда воюет Россия с Украиной, для меня личная трагедия. Это не должно было быть никогда, в принципе. Это два братских народа, очень близких, переплетенных между собой кровными узами. И она началась, эта война. И этому безумию уже давным-давно было пора положить конец. Это безумие чистое, которое происходит. Только один дьявол радуется, когда русские с украинцами воюют. Два православных братских народа. И я бы очень хотел, чтобы у политиков хватило воли, политической воли, пойти на взаимные компромиссы, чтобы добиться мира. Чтобы это безумие прекратилось уже завтра. Что для этого надо? Нужна политическая воля. И нужно быть независимой страной. Наша страна независимость потеряла очень давно. Она не является независимой страной. Такого, как сейчас, я никогда не помню, чтобы у нас, вспомните ситуацию декабря месяца, с придыханием все следили, а кто же станет президентом США. В 90-х годах, в нулевых годах, в 10-х годах, это было все равно. Да. Ну, кто будет? Ну, там Буш или Гор, там Обама или кто-то еще. Об этом никто даже не думал. А в этом году все абсолютно следили с придыханием, кто ж выиграет. Что от этого очень много зависит. Вот когда они следили, это был признак независимости. А когда сидят вот так вот, это признак зависимости полный. Фактически Зеленский превратил страну нашу в колонию Запада. И вот надо набраться политической воли, признать свои ошибки, и пойти на взаимный компромисс. А что такое компромисс? Вот когда переговоры заканчиваются, компромисс, что такое компромисс? Это когда две стороны переговоров уходят из-за стола неудовлетворенными. Один хотел столько, получил меньше. Друг хотел тоже больше, получил меньше. Ну, вот это ради будущего украинского народа надо пойти на компромисс. Ради будущего есть один нюанс. Одинаково неудовлетворенные. Одинаково, да, конечно. И та, и другая страна уходит неудовлетворенной. Я же об этом сказал. Я хочу точку в нашем разговоре поставить. Вы поймете, наверное, вот исходя из видения будущего мира, есть сейчас, ну, такая стереотипная мысль, ее продвигают, проталкивают, говорят, что мир будет хуже, чем война. Ну, мол, вы будете вспоминать войну как еще какой-то там период чего-то хорошего. Ну, обращаясь к народу Украины, глаголят разные там говорящие головы. Есть те, которые там аргументированно, ну, обосновывают это, есть, которые нет. Очень интересен был момент, когда тоже на одного из олигархов ввели санкции, он комментировал абсолютно как бы санкции в материальном плане. Ну, то есть, в общем, там по судам не получается, но через санкции можно забрать какие-то активы.
И был такой комментарий, да, ну, там мы видим по примеру Коломойского, там, других деятелей, говорят, что вот все, у кого Зеленский выступал на корпоративах, днях рождениях, как артист, вот в своей прошлой ипостаси, прошлой жизни, он сейчас как бы вот он как бы мстит, да, вот этим людям, и поэтому забирает имущество, уголовные дела и так далее. Я просто, вот смотрите, вот если мы возьмем динамику, Янукович специфический, да, то есть, ну как, президент. Потом дальше у нас есть Порошенко, тоже очень там шоколадный барон, да, тоже со своими как бы такими очень цепкими ручонками. Дальше мы увидели вот такого мстительного, ну если верить там людям, которые там так его отзываются, Зеленского. Так, а дальше кто? И у нас же Зеленский почему как бы герой? Потому что Боннев тик, ну как бы не убежал. Это отсылка к Януковичу, который как бы убежал. А он, видите, не убежал. Такой цепкий и, в общем, и мстительный. Так, а следующий, вот если брать эту линию, этот отрезок, да, а следующая остановка какая? Вот как вы думаете, следующий президент послевоенной Украины, он какой? Очень интересный вопрос. Я не буду точно называть никаких фамилий, потому что я их не знаю. И я уверен в том, что Господь возведет для народа Божьего такого достойного человека, который бы, учитывая все ошибки предыдущих президентов, понимал, что необходимо украинскому народу, понимал, что необходимо для счастья украинского народа, выстроил свою политику так, чтобы эту стратегию обеспечить. Не думая ни о реваншизме, ни о каком. Любой реваншист, который придет к власти, или представитель партии войны, который придет к власти, он вернет страну в еще худшие испытания, в еще худшие испытания. И окончательно похоронит державность украинскую. А вот человек, который будет представлять партию мира, который думает о мире и думает о том, как примирить свою страну внутри, потому что сейчас война объявлена собственному народу фактически. Наша власть объявила войну собственному народу. И примирить украинцев и по религиозному принципу, и по отношению к истории, по отношению к языку, традициям, по всему. Кто уехал, кто остался, мобилизованных, не мобилизованных, воевавших, не воевавших, на всех примирить будут. Вот как найти вот такого мудрого человека, который это сделал? И следующий этап. Надо будет волей-неволей. Надо будет пытаться находить пути примирения с нашими соседями. Со всеми соседями. Потому что если мы так будем жить, как мы жили до этого, оно к ничего доброго не приведет. И кто сможет это сделать? Кто взвалит на себя тяжелейший крест вот этого служения? Я не знаю. Но Господь, я думаю, даст такого человека Украине. Потому что наша Украинская православная церковь об этом молится. Чтобы мир был в стране. И чтобы, наконец-то, мы обрели спокойствие и думали о будущем. И думали о том, как выживать. Я уверен в том, что Господь будет к нам милостив. Вот не должно быть никакого пессимизма. Господь рядом с нами, Он нам поможет во всем. Установить мир и возвести того человека, который... Нет, ни одного человека, это должно быть очень много людей. Но, по крайней мере, не те, кто является представителем партии войны и призывает к дальнейшему продолжению войны, и реваншисты. Они не должны быть во власти. Это ничему доброму для украинской государственности, для украинского народа не приведет. Вадим Новинский был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.